А вы думали, я буду показывать только в солнечную погоду, что ли? Все, ничего подобного. Любую погоду мне дайте, любую погоду, я вам все засниму. Любой боец, дайте мне здесь. Кого хотите, мне без разницы. На очереди пляж Кугуита-Бич. И сейчас он выглядит вот так. Он уходит туда вдаль. Там тоже песочек у нас есть. И как будто бы здесь он заканчивается. А основная часть пляжа как будто бы сосредоточена именно там. Песчаный пляж. Не хотел ноги мочить, ну ладно уж. Сегодня, видимо, судьба на первой локации намочить ноги. Тут какая-то еще речка проходит. Не знаю, с отходами или нет. И тут, кстати, тоже не очень понятно, что сейчас. Прилив, отлив. Волны маленькие. Все тихо и спокойно. Вот оттуда тоже вода идет. В море впадает. И здесь у нас опять какое-то подобие подъема на... Я не пойму, вот эти вот все бетонные конструкции. Не, ну понятное дело, что они над водой. Они вот с такими, как это называется, волнорезами, да? Специально делаются для того, чтобы вода их сильно не точила. И она их, как видите, сильно не точит. Ну, здесь произошла ошибка конструкции, возможно. Нормально так заточила. От пляжа здесь, как видите, мало что, да? То есть вот эти речки портят всю малину. Они, получается, вымывают практически весь пляж. Здесь у нас вон какая-то частная территория, может быть, с домиками, с коттеджами. Очень красиво. Ну и вдоль этого пляжа можно идти, в принципе, бесконечно. Кстати, вот здесь мне место чуть побольше нравится. Здесь оно немножко вот под таким наклоном сюда. Поэтому, мне кажется, этот вариант идеальный. Здесь находится любимое развлечение филиппинцев — качание на шине. А про песок вот я вам еще раз покажу. Вот он здесь плотный, ты в него не проваливаешься. Но давайте для сравнения сравним туда, куда вода, ну, влага попадает меньше всего. Чтобы понять, действительно ли сухой песок. Действительно, в сухом песке тоже не проваливаешься. Сейчас под какую-нибудь воду залетим. Ой, воду. Фу. Под дерево, где меньше всего накапало. Ну вот примерно вот здесь. Вот такой вот песок. Да, его можно спахать, но заколебешься. Идешь и не проваливаешься. И то же самое у воды. Вот я примерно сейчас у воды нахожусь и не проваливаюсь. Пляж хороший, но кусками. По воде, честно, не могу ничего сказать, потому что сейчас идет дождь, собственно. Так на вид она мутная. Волны маленькие, это смотрится очень красиво. Ну, а на берегу наши любимые листочки вперемешку с водорослями. Сам того не ведая, оказался в речном порту. Отсюда отправляют лодки на White Island. Это у нас вот там. Отсюда будет, наверное, слабо видно. Попробую на монтаже немножко добавить. Все равно, смотрите, дождь.
люди все равно ездят. И порт импровизированный. Просто маленькие лодочки. Здесь все, вот эта вся территория вот так вот в резортах. История максимально такая веселая. Особенно в дождь. Ездить, я вам скажу, проблематично, потому что здесь, я не знаю почему, капли довольно тяжелые. То есть здесь, когда идет дождь, он чаще всего не моросит, а прямо бьет. Тут очень тяжелые капли. Неприятно. Я там как раз сейчас видел очки, сейчас мы еще очки прикупим. Вообще любые очки мне нужны, потому что очень больно бьет по глазам, приходится щуриться, как этот. Добро пожаловать на пляж Аганай. Дорога сюда была самая забавная. Это вот я по тем камням забирался, потом вправо, вон там дорога начинается. Вот, так что здесь довольно дикий путь был. Пляж с черным, я так понимаю, песком. Из-за дождя сложно судить, но по-любому должен быть темным. Большая полоска суши. Есть возвышенность. Воды сюда не намоет. Отсюда тоже видно White Island, но довольно слабо. Лодочки вот туда подъезжают с той стороны. Так как пляж и каменный, и песочный одновременно, здесь довольно прозрачная вода, что мне очень нравится. Да, немножко водорослей прибило к берегу, но это не страшно, когда вода чистая, прозрачная. Можно спокойно понырять. По пространствам, как видите, здесь вполне есть где разместиться, разложиться. Здесь, видимо, протекает еще какая-то речка или что-то подобное, потому что как объяснить, что вода течет еще здесь? Дождик прекратился, я обзавелся очками. Вот такие они большие, 100 песо стоят. Как раз будет хорошо защищать от всякой лишней влаги. Обычные пластиковые. Затеняют немного. Дойдя до поворота, я понял, что я и так очень прилично прошел. Прошлый момент съемки был вот там. И хочу сказать, что песок здесь в таком состоянии, вот что во влажном, что в сухом, ты в нем проваливаешься. Вот видите, тут какие следы? Это не мои. Раз, и все, и ты как в трясине. Вот этим мне не нравится, этот пляж. А так он чистый, аккуратный. Довольно-таки минимум водорослей. Вода, как я говорил, в смеси камня с песком довольно прозрачная. Моему взору открылась такая вот интересная тропа между участков. Здесь участки слева, участки справа. И, возможно, можно выйти прямо к дороге. Сейчас мы с вами, если выйдем к дороге, мы откроем, так сказать, быстрый доступ на пляж без танца с бубном. Вот мы и вышли к дороге, собственно. Ставим метку и наслаждайтесь данным пляжем, если он вам по душе. Короче, вот вам немножечко бюрократии. Где я оказался? Я оказался в ДНР называется. ДЕНР. Место у нас здесь такое заведение. Protected Area Management Office.
Вот. Здесь, короче, нужно получать разрешение на восхождение на гору Хибок-Хибок. Соответственно, я приехал, его получил. 500 песо стоит. Со мной связался гид, с которым мы завтра будем встречаться. И дальше уже будет восхождение. Отсюда у нас вид на черепаший пляж Turtle Beach. Просто отъехал чуть-чуть повыше, потому что здесь ремонтные работы, тут непонятно, можно будет здесь спуститься вниз или нет. Ну, давайте спустимся здесь, а потом, если что, заберемся туда на дорогу и, если необходимо будет, поставим метку. Еще раз касательно разрешения по восхождению на гору Хибок-Хибок. Изначально я приехал на точку, которая называется старт тропы Хибок-Хибок. Вот. Что-то я там немножко постоял, потупил. И потом прямо напротив этой точки ко мне выходит женщина и говорит, типа, нужно там получить сначала разрешение туда-сюда, потом там гида там нанять еще тоже туда-сюда. Вот. Я ее спрашиваю, где? И она мне выдает вот это место, где получают разрешение, собственно. Я туда поехал, получил разрешение на завтра, на утро. Офис работает 4 дня в неделю. Вот, например, завтра офис не работает, а я с гидом договорился на завтра, то что мы будем восхождением заниматься. Он назначил мне время на 5:30 утра. Я охерел просто. Я такой думаю, ну, комфортно для себя, 8 утра. Скажу, что можно там в районе 8 утра туда-сюда. Нет, говорит, в 5:30 приезжай на точку. Я в ахере просто. А 5:30, чтобы вы понимали, это рассвет. Короче, черепаший пляж. Я так понимаю, названы потому, что здесь, может быть, несутся черепахи. Логично? Логично. Да, вот дорога рядом проходит. Здесь наверняка есть лесенка вверх. Но что-то как-то здесь мало места, во-первых. Во-вторых, лодки. Лодки наше все. Вода просто блестящая. Никаких водорослей. Хотя очень странно для песчаного пляжа. Ну, когда я говорю никаких водорослей, вот это я вообще не беру в расчет, потому что считайте, что их нет. Видите, да, пляж маленький, раз, и он уже закончился. Здесь все в лодках. Кстати, пляж тоже с достойным песком. Вот, может быть, здесь кто-то несся. Дырочку делал. Ну, кстати, глубокая. Смотрите, еще одна. Еще одна. Ее тоже завалило уже. Короче, кто-то здесь явно обитает. Но я не думаю, что черепахи оттуда вылазят прямо из-под песка. Может быть, это все-таки какие-нибудь крабики или другие прикольные товарищи. Ну, смотрите. Что такое? Кто это? Что такое? Так вот, про песок что хотел сказать. Песок хороший. Даже когда на сухой наступаешь, он не проваливается. Практически. А когда на мокрый встаешь, вообще не проваливаешься. Также в воде. Ладно, соврал. В воде проваливаешься. Но такой полумокрый песок, он вообще отличный. Можете в любой момент сюда приезжать. Ну, в смысле, можете любую дорогу сюда использовать. Доступ есть как и здесь, так и там сверху. Здесь у нас якобы облагороженная территория рядом с дорогой. Восхождение по лестнице на вулкан. Но это не точно. Но здесь должна быть обзорная точка. Насколько эта тропа рассчитана, я тоже не помню.
Но выглядит благоустроено, вход 20 песо. Давайте посмотрим, что у нас здесь имеется. Наверное, больше как парк. Больше, наверное, как парк. Здесь когда-то даже табличка была, но тут уже ни хрена не видно. Одно слово только разобрал. Иисус. И все. Иисус is condemned to death. Не пойму, нахрен я с собой воду взял, тем более литровую бутылку. Вообще не понимаю. Тем более, если тут все облагоустроено и облагорожено. Я сейчас просто... Не знаю, тут за сколько минут. Ну, за час точно управлюсь же, правильно? Люблю говорить час езды. А потом оказывается, что 4,5 часа ты куда-то вообще выпал из этой реальности. Ненавижу эти грузовые корабли, ненавижу. Мне это напоминает, почему установлены кресты с этим, как его... Почему установлены кресты в некоторых таких этих памятных местах. Здесь он все в воске. Здесь свечки вон жгли и жгут. А воск никто не убирает. Композиция номер 3. Third Station. Ну, как обычно, спасибо, тут ничего не прочитать. Все, жесть как это. Замазано воском. Есть даже импровизированные урны. Подъем несложный. Я так полагаю, что раз мы поднимались уже не первый раз на 14 на 15 крестов, значит ли это, что здесь будет 13, 14 или может быть 15 композиций? Композиция номер 4. Помимо более-менее плюс-минус удобной тропы, ну как тропы, тут все камень и бетон. Когда-то был, и потом сразу дорога превращается в этот... в землю. Стоит только сказать. Все, я понял. Помните, после 7-го или 8-го креста, как я рассказывал, начинается самая жесть. Вот это был как раз позавчерашний день. Вчерашний день у меня отдых был. И монтирование видео. И как раз после 7-го или 8-го креста начинается какая-то жесть. Может быть, тут есть какой-то смысл в этом, как бы там немножко помучиться или принять тяжесть или страдания, что-то такое. Самое интересное, что видите, вот эта вся зона подгорелая. Как? У меня один вопрос. Как? Это камни. Это камни. Как они горели? Это насколько тут должен быть плотничковый такой чтобы это все горело? Вообще не понимаю. Еще одна подгорелая зона. 6-я. Кто-то даже монетки оставляет. Это у нас целый один песо. 1 песо. Я уже не удивляюсь, что здесь все горело. Честно говорю. Какое у него интересное копье. Видимо, сломалось, и его решили исправить проволокой. Очень высокий постамент, поэтому
Тут только с подсадкой надо. Они прикалываются, с каждым разом там все выше и выше. Эти все постаменты. 9-я станция. Да, возможно, их как раз 14 или около того, что мы представляем. Вот она, старая надпись. Здесь цифра 9. Здесь цифра 9. И здесь 9. Логично. 10-я станция. Кстати, здесь должна быть лампочка, но ее нет, потому что вечером, скорее всего, здесь ничего не работает. Станция 11. Боже, что там с руками-то у него? Еще меня муравьи начали кусать. Как обычно, руку оторвало. Прифигачили этим железным прутиком. Разные причины могут быть. Может быть, какая-нибудь ветка упала и статуя сломалась. Это только мои предположения. Я думаю, навряд ли все настолько хотят сфотографироваться с этими статуями, что просто нехотя слишком много усилий прикладывают, и они ломаются. Как это было в Mirror's парке в Секатуне. Кто-то очень сильно руку пожал. Станция 12. Мы близимся к развязке. У нас появляется интересная локация под названием «Заряди себе Мабас!» Заряди себе Мабас. Четырнадцатый. Ведерко для мелочи. Окей. Есть лампочка. Ну, кстати, возможно, здесь-то она и работает. Или должна работать. Но чаще всего я видел, что этих лампочек просто-напросто нет. Первая обзорная точка. А может быть и последняя. Хотя там дальше есть еще дорога. Вот там. Вы, может быть, видите отсюда крест. В воде стоит. Там, говорят, было землетрясение. И под этим крестом, короче, кладбище. Вот, и поверх этого кладбища сделали крест. Ну, по поверьям, по крайней мере. Я немножечко тут окультуриваюсь, читаю, в том числе комментарии и истории мест, куда я собираюсь поехать. Поэтому буду делиться всякими разными интересными фактами. А последняя точка была прям за поворотом скалы. Кстати, здесь без вывески, но тут была когда-то табличка, но ее просто сожгли. Я так понимаю, 7/14, 10/9, это может быть какие-то писания в каких-то из Библий. Нашел тропу, которую видно только на Google карте. Короче, вот белая эта дорога. Я нахожусь вот здесь, синяя точка. Там есть тропа. Такая еле заметная, но она ведет к вулкану и еще выше. Я примерно, наверное, на 400 метров выше поднялся. Я сейчас довольно высоко. Встретил здесь еще туристов в количестве 3 штук. 2 американцев, я так понял, и какую-то тоже американку, возможно, филиппинского происхождения. Тропа дальше уходит в лес. Вот так я сейчас по горизонту поставлю. Может быть, видно, какой здесь наклон.
Вот я сейчас смотрю на эту тропинку без наклона. Как спускаться? Хороший вопрос. Потому что прошел дождь. Чуть ниже довольно мокрая тропа. Сначала скользкая. Но чем выше поднимаемся, здесь как будто бы все подсохло уже. То есть все хорошо. Наверху нас ждет вулкан. Посмотрим, дойдем ли мы до него. На протяжении 15 минут я шел по лесу. От того последнего места, где мы включались. И смотрите, здесь уже облака спустились на горы. Здесь уже туман. Влажность запредельная. Я мокрый насквозь. В том числе потому, что забирался на эту гору. Реально забирался. Прям забирался. Примерно 3/4 пути до сюда были в виде карабканий. Как видите, здесь уже давно такая тропа с листьями. Людей нет. Но мы уже рядом. Судя по метке. Хотя, как обычно, метки могут ошибаться. Здорово. Hello there, так сказать, да? Еще тут какой-то путь вниз. Ну, ребята, ну, Silent Hill. Нет, пока ничего не видно. Давайте искать путь. Хороший вопрос. Мониторинг стейшн этого вулкана, короче. Но есть один нюанс. Говорят, что последний раз он извергался в 1700 там каком-то году. Но так как здесь рядом жилые дома и прочее, в опасной зоне, да, поэтому ставят такие мониторинг стейшн. Ну, вы поняли. Еще одна вышка. Ай. Рану взбаламутил свою на ноге. Потекло. Еще один вулканомониторинг. Но это как будто подревнее. Тот был такой, чуть более свежий. Все, мы пришли. Больше нет тропинок. Ради такого я даже сейчас сфоткаюсь и выложу фотку в Google. Допиваем воду, она нам больше не нужна. Делаем ей компрессик. А если вы хотите знать, где эта тропа, вот это 13-й Иисус. Вот тропа наверх. Вот 12-й Иисус здесь слева. Дерзайте. Это было не просто сложно. Это было очень сложно. Часы мои показывают, что я прошел 17 тысяч шагов, но не здесь, а в целом за день. Сейчас без 15 час дня, поэтому не самый мой большой результат по шагам пока что.
Самый большой был на водопаде. 23 тысячи шагов было сделано. Потом я отдыхал целые сутки, потому что охерел просто. Одежда не сохнет. Сейчас примерно, сегодня очень такой облачный день с дождями. Одежда вообще не сохнет. То есть я в этом мокром, в этой мокрой всей шняге иду уже, ну не знаю. Приключение было примерно 50 минут туда наверх, ну и вниз примерно, наверное, за 40 справился. Вниз я шел довольно быстро, но я так устал. Я вниз устал больше, чем я поднимался наверх, потому что я довольно быстро спускался. Делаем легкий обзор на пляж и идем купаться после тяжелого восхождения. Это чтобы вы понимали, что у меня с ногами сейчас. Да, такая вот история. Что он из себя представляет? Ну, это пляж рядом, вон с тем крестом, который тоже мы посетим. Но, возможно, кстати, не сегодня, потому что, как говорят, там лучше заниматься дайвингом. Интересный спуск вниз. Вода... Отсюда даже непонятно, какая вода, если честно. Давайте немножко сменим ракурс. Где вы тут пляж увидели? Честно, я не знаю. Во! И споткнулся. Здесь уже попрозрачнее водичка. Здесь уже можно ножки помочить. О, какая ж прохладная, ё-моё. Какой кайф, вы не представляете. О, а там мусора. Так, давайте уже наконец-то нырять. Ну или хотя бы пробовать. Камни здесь, конечно. Сейчас я вот тоже упал и разодрал себе ногу на классическом месте костяшки правой ноги. Ветер стал сильнее. Как будто вот здесь цивилизация, здесь живут люди, и поэтому здесь они просто мусор в окно выкидывают. Такое ощущение. Скользкие, скользкие. Вот он. Или смотрите, это как будто какой-то старый замурованный колодец, что ли. Или как плита, видите, да? Сверху плита такая. Это может быть могила, интересно. Это наши вторые руины времен испанской экспедиции. Good afternoon, sir. Welcome to Old Church Ruins. Блин, они большие, я думала меньше. Офигеть вообще. Это как будто я побывал на каком-то этом храме майя. Здесь вот эти ребята на стульчиках сидят, они как эти надзиратели, чтобы здесь никто ничего нету. Здесь подсветочка какая-то из-под земли.
плоские деревья видели? Вот он. Сейчас если я буду вот ближе подходить, вы увидите, насколько его расплющило. Поняли, да? Вот так его выгнуло. Но если со стороны посмотреть, то в принципе оно какую-никакую форму держит. Это выглядит как замурованный вход, видите, да? Здесь как будто бы должна была быть дверь. Может быть, она просто не с этой стороны. Здесь вообще забора нет. Молодцы какие. Забор, да нахер нужен вообще. Заходи, кто хочет. Правда, там через жилые эти помещения. Вот туда, наверное, скарабкаться можно. Вот это здесь бы футбольца сыграть. Слушайте, мини-футбол бы здесь, да? Затулить. Вон там ворота поставить. И вот здесь ворота поставить. Ну, вот эту площадку закрыть как-нибудь там. Добавить эти, как его, ворота. Блин, было вообще шикарно. Ну как, похоже на эти, как его, все древние ацтекские приколы. Вау. 5:37 утра, приступаем к восхождению с нашим гидом. Вот, нужно было получить как раз разрешение, и 100 рублей мы заплатили внизу на регистрации. Пока легкий путь, решил заснять кадры. Здесь джунгли, мы идем уже 1,5 часа. С остановками, правда, потому что бывают пути потяжелее. Тяжело снимать и говорить одновременно. Здесь джунгли начинаются уже ровной тропинкой, и мы идем уже попроще. Он говорит, еще придется карабкаться, потому что будет первая точка обзорная, а потом нужно будет еще вверх подниматься. На мне уже нету сухого места. Шорты промокли еще час назад, наверное, в первые 40 минут. Ну и, собственно, о чем речь. Воду уже... Сколько я взял? Чуть больше литра воды я взял. Вот, еще где-то пол-литра осталось. Ну, сейчас там попить наверху. На обратный путь, может быть, пару глоточков оставить. Он не должен быть слишком сложным. Он должен быть побыстрее, потому что подниматься — это не спускаться. Как говорит мой товарищ, nice view, nice view. Вот так.
Где-то 1300, 1400 метров эта гора, поэтому... Пришли посмотреть на этот, на туман над горой. Короче, здесь уже облака начинаются. Короче, высочайшая точка. Кратер вулкана там находится. Там немножко водички, вы можете видеть. Немножко туман рассасывается. Уи! Вот такая у нас дорога вниз. Тут все влажно из-за того, что ну тут влажно, извините меня. Чем выше, тем больше влажность. Тут облака опускаются. Вот. Ну и дорога вниз занимает, в общем, гораздо быстрее, гораздо меньше времени. Погнали. Путь вниз. Встретили уже сколько? 3 или 4 группы. Сегодня 5 групп было. Мы, возможно, самые быстрые. Потому что они наверх шли. Ну, еще одна возвращалась, но мы их обогнали. Вот. Хороший темп взяли. Ну, а что нам? Мы плюс-минус подготовленные. Фух. Правда, забираться было очень тяжело. О! Сороконога. Russian name Сороконожка. Сороконожка? Yeah. Вдалеке виднется белый пляж и городок, от которого плывают лодки. Что произошло после восхождения на гору Хибок-Хибок? Мы с моим гидом, я с ним рассчитался, я ему накинул еще 500 песо чаевых, он там вообще был несказанно рад. И потом мы с ним очень много общались по пути. Я узнал, что у него там семья из 3 детей. Семья из 3 детей, старшей дочери 28 лет. И узнал, что в 18 лет они якобы съезжают от родителей. Но не все, честно говоря. Я прям по большей части уверен, что так не происходит. Это, можно сказать, такое исключение. Потом мы с ним разговорились по поводу кокосового вина. И после этой активности двинули уже к его друзьям. Вот. И там мы посидели, пообщались где-то полчаса еще буквально. Они мне показывали, как они это кокосовое вино производят. Короче, есть пальма. Есть пальма. Вот так смотришь наверх пальмы, там вместо кокосов висят пакеты. Пакеты просто с этим. Ну там они бродят, видимо. Ну не знаю, кто так придумал, короче. Вот, дали продегустировать 3 стаканчика по четверть стаканчика кокосового вина. Но они говорят, что это позавчерашнее. Это позавчерашнее вино. Вот, например, от сегодняшнего вина мало чем отличается, честно говорю. Об этом чуть позже. В общем, посидели, подегустировали, и потом мы поехали к другому человеку, у которого было якобы сегодняшнее вино. Мы поехали, там я попросил 1,5-литровую баклажку, короче, себе. Денег с меня не взяли, мой гид оплатил, короче, кокосовое вино. Но оно вроде как недорогое, то есть там
якобы за галлон, галлон это 3,75 литра, если я не ошибаюсь, 100 песо. То есть вообще очень дешево. Потому что все готовится натурально, там, я так понимаю, это мякоть кокоса просто бродит, и потом ее цедят, и все. Это мое понимание, я честно не знаю. Вот, кстати, оно вот такого оранжевого цвета, как апельсиновый сок, и кисленькое, освежает. Но они говорят, что нельзя пить после кокосового вина воду на протяжении часа-полтора, потому что будет, короче, пучить, будет там диарея жесткая. Проверять я не проверял, честно. Вот, и не особо хочется. Все, и потом я поехал домой. Что происходило с моими ногами? 1 час до завершения моего похода у меня начало жутко натирать ноги. Если вы обязательно захотите попасть на эту гору, обязательно надевайте носки и закрытую обувь. Потому что, во-первых, там пиявки, во-вторых, обувь без носков будет сильно натирать ноги. Вот это вот красное, это все то, что натерло. И то же самое сзади под пальцами. Это было самое тяжелое, чем я занимался здесь. Восхождение на гору и спуск вниз заняло 5 часов 10 минут. 5 часов. 3 часа на подъем, 2 часа на спуск. Это чтобы вы понимали. Больше всего меня поразило там то, что мы наверху встретились на самой вершине. Было 5 групп. И одна группа уже была на вершине. Группы отправлялись каждые полчаса. Наша группа была одного человека из меня, естественно, в 5:30 утра. Чтобы вы понимали, в 5:23 только рассвет. Самую первую группу пустили в 4:30, и они в темноте пошли на гору. В темноте на гору. Гениально. Гениально! Это шедевр! На самой вершине я встретил американца, где-то лет 60, с филиппинкой. И филиппинка была в сланцах. Я спросил своего гида, это вообще нормально? Он говорит, наверное, это нормально. Он говорит, что 2 года назад какой-то чел был без обуви. Я не представляю, что там у него с ногами творилось, потому что лично я из своей обуви вытащил в районе 11 или 12 пиявок. Может быть, даже больше. Я, честно, не особо считал. Разговорились с одной женщиной. В общем, она приходит к этому деду. Вот, и иногда здесь сидит. Ну, довольно редко. В основном, я так понимаю, по выходным. Или что-то около того. Но она не владелец этого места. Она владелец закусочной и еще одного отеля. Лофт таким премиальным местом. И говорит то, что вообще она сдает его за 3500. Запомнили эту сумму? Я говорю, что я готов потратить 2000 песо за одну ночь. Потому что я хочу напоследок вот прям немножечко шикануть. Хочу, чтобы у меня были превосходные условия. Она мне показала фоточки. Сказала, что в принципе это находится недалеко от этого места, что мне это очень важно. Потому что так я смогу охватить полностью остров. Мне нужно 2 дня исследований, чтобы все мои точки посетить, которые я хотел. Конкретнее это, по-моему, 2 водопада, 2 холодных источника, 1 место для дайвинга и, по-моему, пару пляжей. То есть, в принципе, ничего такого сверхъестественного, можно справиться и за 1 день, но придется постараться, потому что нужно кушать, нужно там то, сё. Вот, договорились, значит, с ней в 9:20 утра встретиться здесь недалеко. Ну, интересно посмотреть за лофт за 3500 за сутки. Причем она мне скинула 1500 от цены, ни хера себе. Но я сейчас зайду на Airbnb. Точнее, я сделаю закладку, потому что я там не зарегистрирован.
И когда я туда заеду, я уже посмотрю по факту, какую цену она мне зарядила. Больше? Или она сделала мне скидку? Внимательно следим, ребята. Становится все интереснее.